Обзор компьютера для дома и офиса за 18 тысяч рублей на основе новых и максимально производительных элементов в своих категориях с поддержкой дальнейшего апгрейда и обновления. Материнская плата ASRock на чипсете B350 выбрана из категории бюджетных M-ATX плат и имеет положительные стороны в виде 2 слотов под оперативную память, большое количество портов USB, в том числе USB 3.0, встроенная звуковая, а также сетевая карта, разъем M2 и шестифазную систему питания с поддержкой процессоров до 105 Вт. Процессор AMD A10 9700 имеет 4 ядра и 4 потока, высокую тактовую частоту 3,5 ГГц, техпроцесс 28 нанометров, позволяет встроить внутрь процессора отдельное графическое ядро Radeon R7. Оно обеспечивает хорошую производительность, а видеопамять резервируется из общего объема оперативной. При установке необходимо совместить графический ключ на процессоре и сокете и закрыть рамку. Для минимизации шума вентиляторов был приобретен башенный кулер Deepcool GAMAX 300. Кулер способен отвести тепло и от более мощных моделей процессоров за счет 3 тепловых трубок. Стоимость кулера немного превосходит стоимость боксовой версии процессора, но высокая эффективность работы и минимальный уровень шума в данном случае является лучшим решением. Выбор оперативной памяти выполнен на основе стандарта DDR4 и перечня поддерживаемых марок на сайте производителя материнской платы. Память обладает хорошими тактовыми частотами 2400 МГц. В данной сборке задействованы 2 слота модулями по 4 ГБ. Корпус выбран по ряду параметров: компактность, отсутствие стеклянных стенок, верхнее расположение портов и кнопок управления. Корпус поддерживает все типы материнских плат микро, мини, ATX. На передней панели организован воздухозабор, а на задней стенке установлен кулер на выдув. Недостатки: тонкий металл и отсутствие полноценной корзины для дисков. Блок питания Deepcool обладает мощной линией 12 вольт в 400 Вт. Суммарная мощность блока 600 Вт. В блоке реализованы защиты от повышенного и пониженного напряжения, а также защита от короткого замыкания и перегрузок. Расположение блока питания верхнее, помогает захватывать теплый воздух от материнской платы и вместе с вентилятором, установленным на задней стенке, выбрасывать его наружу. Жесткий диск марки VD Blue имеет хорошую скорость вращения, интерфейс SATA 3 и объем в 500 ГБ данных. Данные диски обладают высокой надежностью и оптимальны для домашних систем. При необходимости объем памяти можно увеличить или ускорить. Для общего ускорения работы системы и программ можно установить SSD-диск. Для возможности работы с архивными данными в систему установлен CD-привод. Данный привод позволяет считывать, а также записывать информацию на CD-диске. При сборке комплектующих в корпусе был доступ к каждому компоненту. Там также предусмотрен очень простой кабель менеджмент. Сборка системы в рамках бюджета 18 тысяч рублей удалась. Компоненты системы сбалансированы и не выбиваются из общего концепта. Система актуальна и поддерживает дальнейшее обновление по любому направлению. Более мощный процессор, увеличение объема памяти или добавление дискретной видеокарты. В описании будут перечислены все компоненты сборки. А для энтузиастов открыта площадка AliExpress и процессоры линейки Xeon 1650, 2690. Видеообзоры опубликованы на канале. Спасибо за внимание, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Shot